Парадокс в том, что чем больше у студента возможностей, тем меньше он ими пользуется. Дистанционное образование дает много преимуществ, о которых вы наверняка и так уже знаете. Экономия времени, не нужно тратить время на дорогу. Экономия средств, можно обучаться в учебном заведении любой точки мира и не обязательно туда переезжать. Но вместе с тем, что дистанционка друг студента, она еще и его враг. Особенно когда обучение предполагает, что вы можете смотреть лекции в записи, когда вам будет удобно. Когда нет фигуры, которая контролирует процесс, преподавателя или лектора заставить себя что-либо делать будет сложнее, но отсутствие самодисциплины — это не повод забрасывать учебу, а наоборот, повод заняться собой так, чтобы учеба на дому приносила радость. В этом выпуске мы разберем несколько лайфхаков, которые помогут вам упростить дистанционное обучение и взять от него как можно больше. Создайте соответствующую атмосферу. Основная причина, по которой студенты до сих пор не воспринимают дистанционку серьезно, это просмотры лекций, которые происходят сидя в кровати с кружкой какао в руках. Так как кровать, место отдыха, а также пижама и горячий какао ассоциируются у нас с перерывами на отдых, то учиться в таких условиях никак не получится. Поэтому первое правило, несмотря на то, что обучаться в буквальном смысле можно везде, где вы пожелаете, необходимо выбрать такое место, которое будет вас настраивать на обучение. Это может быть библиотека, кафе, комната дома, но в которой обязательно есть рабочее место. Наш мозг хитер, он не будет работать, если атмосфера вокруг не располагает к этому. Уделить стоит внимание также и внешнему виду. Как уже было сказано, пижама и другая домашняя одежда предполагает, что вы можете расслабиться, поэтому будет лучше, если для обучения у вас будет своя одежда. Так будет и меньше соблазна плюхнуться в постель. Кстати, постель должна быть заправлена, а хлам на рабочем столе убран. Это еще одна уловка, которая заставляет нас думать о том, что мы хоть и дома, но вынуждены работать. В некоторых американских школах, например, учат, как правильно заправлять постель и убирать свою комнату. Да, друзья, это делают в школах. Кстати, если вам интересны школы за границей, заходите на сайт www.smaps.ru. Там огромное количество вариантов в разных странах. Пробуйте что-то новое. Стабильность — это хорошо, но иногда она слишком приедается, и тогда мотивация и продуктивность падают. Мозгу не дадут расслабиться новые условия, например, новое место. Лучше всего, чтобы оно настраивало на обучение. Это может быть библиотека или коворкинг, где помимо вас будут и другие студенты, которые учатся или работают. Тем более, что в России есть немало библиотек с действительно красивыми и атмосферными читальными залами. В Петербурге, например, есть библиотека Гоголя в современном молодежном стиле с яркой мебелью. Помимо читального зала, здесь также есть зоны отдыха с диванами, где можно поиграть в настольные или компьютерные игры в перерывах между лекциями. А в Москве, в библиотеке имени Некрасова, есть уютное пространство для чтения буквально внутри книжных стеллажей. За коворкинг, конечно, придется платить, но и это может отчасти подстегнуть к учебе. Когда ты заплатил деньги за то, чтобы продуктивно поучиться, тебе не хочется отвлекаться, и ты действительно учишься. В Москве на Менделеевской есть коворкинг с соответствующим названием – Таблица. Здесь помимо рабочей зоны есть также парк на крыше и ресторан, а также раз в неделю здесь проводят занятия йогой, которые входят в стоимость аренды рабочего места. Следите за питанием, сном и физической активностью. Кстати, о йоге. Чем хороша такая возможность в коворкинге, это тем, что можно прерваться на физическую активность, которая поможет расслабиться и отдохнуть умственно, а потом продолжить обучение с новыми силами, что тоже сильно влияет на продуктивность. Даже в научных публикациях Гарвардского университета говорится о том, что физические упражнения способствуют увеличению выработки нейронных клеток, отвечающих за способность к обучению и за память. Большой минус дистанционки – ты сидишь дома. Уходи оттуда, бери с собой компьютер или книгу и дуй в парк. Найди для себя кафе, где ты можешь заниматься рядом со спортзалом или беговой дорожкой. Составь для себя план. Когда ты 2 часа учишься, час бегаешь на дорожке и 2 часа снова учишься. Некоторые студенты грешат тем, что первое время откладывают учебу. И особенно велик соблазн сделать это тогда, когда обучение проходит онлайн, а когда приходит время сдавать тесты и экзамены, пытаются успеть все в ущерб отдыху и сну. И хоть и кажется, что за ночь можно успеть многое, но на самом деле толку от ночных занятий не будет, потому что мозг будет перегружен, а информация из-за недостатка сна будет усваиваться гораздо медленнее. Поэтому в ваших же интересах наладить свой режим сна и выстроить занятия так, чтобы успеть все вовремя. Еще один студенческий грех – питаться фастфудом или перекусывать вместо полноценных приемов пищи. Но именно правильное питание и блюда, наполненные всеми необходимыми ферментами
антиоксидантами и витаминами, помогают обеспечить слаженную работу организма. Red Bull и шоколадка только учащают ваше сердцебиение и повышается уровень стресса, а соответственно запоминаете информацию вы гораздо хуже. Любые шоколадки, чипсы и сладкие газировки быстро растворяются в вашем организме и вам снова хочется есть. Из-за голода вы снова не можете нормально запоминать информацию и вы думаете только о том, как быстрее побежать за новой порцией шоколадок и Red Bull. Вырабатывайте самодисциплину. Все вышеуказанные советы не работают, если у вас проблемы с дисциплиной, но и выработать ее моментально не получится, поэтому на помощь приходит техника маленьких шагов. Начните с чего-то одного, а потом постепенно добавляйте новые для себя челленджи. Лучше всего начинать тренировку дисциплины с самого начала дня, а именно с момента подъема. Пусть вашим первым вызовом станет поднятие с кровати после первого же звонка будильника, если вы привыкли постоянно его переставлять, или медленные сборы с полноценным завтраком. Если до этого вы просыпались за 5 минут до лекции, бежали умываться или ели бутерброд в момент, когда преподаватель уже подключался к онлайн занятию, вам виднее, какие у вас слабые стороны и с чего необходимо начать. Ритуалы. Нет, друзья, в магазин «Ведьмины секреты» мы пока не пойдем. В коучинге есть такая техника, как якорение. Ее суть заключается в том, что для того, чтобы настроить себя на определенный вид деятельности, вы закидываете якорь, надеваете на экзамен только счастливую одежду, начинаете рабочий день со стакана свежевыжатого сока. После пробуждения готовите себе самый вкусный завтрак. Таким образом, счастливая одежда настраивает вас на нужный лад перед экзаменом. Стакан свежевыжатого сока становится символом начала работы, а вкусный завтрак – это точка отсчета прекрасного дня. Наверняка вы давно создавали себе похожие ритуалы или якоря, но не замечали этого. Подумайте, что помогло бы вам чувствовать себя лучше и быть продуктивнее, если вы вынуждены учиться дома. Какая одежда настроит вас на учебный день? Какой обед поможет отдохнуть и с новыми силами взяться за работу? Какой ритуал вы хотели бы совершать каждое утро, чтобы вам хотелось поскорее вставать с кровати? Наша жизнь состоит из мелочей, и было бы здорово и полезно, если бы мы выбирали те мелочи, которые помогают нам стать лучше. Друзья, если данный выпуск был полезен, не забудьте поставить ему лайк. И, конечно, делитесь своими лайфхаками по эффективному обучению онлайн, если у вас таковые есть. Не забывайте подписываться, чтобы узнавать больше из мира международного образования. Конечно, заходите на наш второй канал о путешествиях. Это поможет вам спланировать свои правильные каникулы после обучения.